Иногда один поступок способен изменить судьбу человека навсегда. Так произошло с Алексеем Ивановичем, когда в теплый весенний день он отправился гулять в лес и услышал тихий жалобный писк. Алексей Иванович жил на окраине маленькой деревни рядом с сосновым бором. Ему было 60 лет. Он давно вышел на пенсию, жена умерла несколько лет назад, дети разъехались. В старом доме он остался один, с воспоминаниями, тишиной и яблоней во дворе. Каждое утро он выходил на крыльцо с чашкой чая и долго смотрел на лес. Природа стала для него единственным другом и утешением. В то утро солнце пробивалось сквозь ветви, воздух был прозрачным, а сердце неожиданно спокойным. Алексей Иванович пошел по знакомой тропе к заброшенному сторожевому домику. Вдруг он услышал слабый писк. Звук доносился из высокой травы. Раздвинув ветки, он увидел старую глубокую яму. Когда-то здесь брали песок, но теперь она была почти забыта. Заглянув внутрь, мужчина замер. На дне сидели 5 крошечных волчат. Серо-бурые, испуганные, они жались друг к другу, пытаясь согреться. Им было всего несколько недель. Их глаза смотрели с отчаянием и надеждой одновременно. Вокруг не было ни следов матери, ни признаков взрослой стаи. Алексей Иванович понял, малыши обречены, если им никто не поможет. Ночью они замерзнут или станут добычей хищников. Он долго колебался. Это были дикие звери, опасные, не место им рядом с человеком. Но сердце оказалось сильнее разума. Осторожно спустившись в яму, он завернул волчат в свою куртку и прижал к груди. Их маленькие тела дрожали, а сердечки бешено колотились. Дорога домой показалась бесконечной. Дома он устроил для них ящик с мягкими тряпками. Потом пошел к соседке Марии Степановне, у которой недавно ощенилась собака, и попросил молока, сказав, что нашел брошенных щенков. Женщина ничего не стала спрашивать, просто помогла. С этого дня началась новая жизнь. Каждые 3 часа Алексей Иванович вставал ночью, грел молоко и кормил малышей из пипетки. Он почти не спал, но не жаловался. Волчата росли, крепли, начинали узнавать его голос. Он дал им имена: Север, Вьюга, Луна, Туман, и самого маленького назвал Искрой. Днем они спали, а вечером играли во дворе. Бегали, кувыркались, рычали друг на друга. Потом засыпали у его ног. Старик разговаривал с ними, как с живыми людьми. Рассказывал о своей жизни, о жене, о пустоте в доме. Волчата слушали, наклоняя головы, будто понимали. Прошло лето, затем осень и зима. Щенки превратились в сильных, красивых зверей. В их взглядах все чаще появлялась тоска по лесу. Они чувствовали зов природы. И вот наступила следующая весна. Ровно через год после находки Алексей Иванович проснулся в тишине. Обычно его встречал радостный писк, но в то утро было пусто. Он вышел во двор и увидел: все 5 стояли у калитки и смотрели в сторону леса. А на опушке стояла взрослая волчица. Ее шерсть серебрилась на солнце, а глаза были спокойными и внимательными. Старик понял сразу: это их мать. Она искала их. И нашла. Север первым подошел к воротам. Остальные последовали за ним. Только Искра обернулся и посмотрел на человека. В этом взгляде была благодарность, любовь и прощание. Алексей Иванович открыл калитку. Волчата выбежали к матери. Она обнюхала каждого, коснулась носом их мордочек. Потом посмотрела на старика, и ему показалось, что в ее глазах мелькнуло понимание. Семья медленно ушла вглубь леса. На прощание Искра еще раз оглянулся. Старик поднял руку. Дом снова стал пустым. Но теперь эта пустота была другой, теплой и светлой. В ней жила память о доброте и любви. Иногда по ночам он слышал волчий вой и улыбался. Он знал: они живы, они свободны, они дома. И это согревало его сердце сильнее любого огня.